Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», меня зовут Юрий Малеев. А вот эта коробочка, которую лично я, да и все мы, в общем-то, достаточно долго ждали, это тот самый лимитированный Warwick, который компания Warwick выпускает ежегодно. Каждый год они делают лимитированное количество определенной модели в каких-нибудь особенных конфигурациях, спецификациях. Количество этих инструментов для всего мира ограничено. Мастер-билды, если я правильно помню, это 50 штук, а тим-билды 100 штук. И, наконец-то, Приехал стример LX 5 лимитированный 2021 года. Давайте вскрывать. Вообще, я этот инструмент видел только на картинках и на видео в интернете, и поэтому он вчера, когда приехал, я ребятам в отделе сказал, чтобы они обязательно его не вскрывали, потому что я хочу его вот именно этот инструмент увидеть первый раз на съемках. Они, естественно, инструмент вскрыли, поэтому его пришлось еще раз запечатать. Так что именно такой девственный анпак уже будет не девственный, а для меня это будет все то же самое первое впечатление от инструмента. Давайте вскрывать. Собственно, как я и ожидал, это тот же самый чехол. Тут ничего нового. Классный плотный чехол Warwick. Все вы и я его много раз видели. Это, в общем-то, не то, что нас интересует. Кстати, давайте немножечко потомлю. И перед тем, как открыть сам инструмент, посмотрим, что лежит в этот раз в чехольчике. Думаю, что ничего принципиально нового я тут не увижу, но тем не менее. Все как обычно. Это ключики для отстройки инструмента, это документы, инструкция, наша любимая тряпочка и книжечка. О, класс. Я даже... Да. Ведь все инструменты, которые идут лимитированные, они идут вот с таким вот конвертиком, в котором такая вот карточка, тут флешка с фотками вашего инструмента, вашего будущего инструмента. Потом такая вот красивая фотография с спецификацией инструмента и фотография конкретно того инструмента, который лежит в этом чехле. А вот тут что-то новенькое. Вот этого раньше не было. Офигенный просто. Вы посмотрите, какой широкий ремень идет в комплекте. По-моему, раньше они такие ремни в комплект не клали. Вообще супер широкий. Блин, Боинги просто можно на него сажать. Обожаю такие широкие ремни. Кайф. Та-дам! Он, кстати, легче, чем я рассчитывал. Во-первых, я считаю, что это просто очень красиво. Смотрите на это. Класс. Корпус из дерева, которое называется Black Carina, черная карина. Гриф, как и полагается LX, сделан на болтах. В общем-то, LX все-таки у нас, а не Stage. Но сама деревяшечка, это у нас клен. Тут 1, 2, 3, 4, 5 кусков клена с 4 вставочками из иканги для жесткости. И вот кленовый гриф — это как раз более типичная история для стейджей. Но, у нас лимитированный Warwick, поэтому тут можно делать вообще все, что угодно. Накладка из Пауфера. Очень светлый, кстати, Пауфера. Такой прям... Обычно он темнее, а тут прям, он еще очень круто играет. То есть, вот если, Жень, видно? Да? Переливается немножечко. Офигенные инлеи из перламутра. Очень круто то, что они сделали то, что у них называется matching headstock. То есть накладочка на голове грифа, она сделана из того же дерева, из которого корпус. То есть такой уже концептуальный дизайн получается, завершенный полностью. Инлей с буковкой W на голове тоже из перламутра. Очень красиво. В остальном, конечно, то, что я держу в руках, по крайней мере, по тактильным ощущениям, это Warwick. То есть колочки, профиль грифа, форма корпуса — это все такой прям Warwick. Что тут еще не совсем типичного для
Warwick. Это хамбакеры Бартолини. Здесь стоят, они пассивные. Соответственно, на громкости у нас есть push-pull, то есть прям вот такой полный пассив, датчики напрямую только через ручку громкости, либо встроенный преамп. Преамп идет, если верить моей памяти и спецификации, которая говорит нам о том, что преамп — это мег с трехполосным эквалайзером, и плюс вот этот вот маленький тумблер — это выбор средней частоты. То есть у нас не просто буст или срез частоты идет, но еще и мы можем выбирать, какую именно частоту мы будем корректировать. Там 250 Гц, 500 Гц и там третье не помню. Пины родные варвиковские. То есть, соответственно, это нам намекает на то, что где-то здесь должны быть стреплоки. Наверное, они в папочке. Я почему-то до них не добрался. Ну ладно, позже проверим, что они тут в комплекте. Ну и в целом, конечно, инструмент очень такое приятное ощущение, тактильное, по крайней мере, создает, потому что корпус, он покрыт, гриф вот покрыт таким чуть более толстым слоем лака, матового, такого полуматового, а корпус, я вообще не уверен, что он чем-то покрыт, то есть вот эти вот все поры, они прям открыты, и это даже очень, очень вкусно пахнет. Естественно, классический ворвиковский темброблок с быстрым доступом. Ну, тут все высокотехнологично, много проводов, всяких ручечек. Ну, зато никаких подстроек скрытых нет, это я тоже очень люблю. То есть вот все снаружи, и если вдруг на чеке или на студии надо что-нибудь подкорректировать, лазить в темброблок не надо. Ну, в общем-то, ничего удивительного. Берешь этот инструмент в руки, и по ощущениям это тот же самый Warwick Streamer LX, который тем, кто когда-нибудь играл на стримерах, в общем-то, очень-очень хорошо знаком. Единственное, что я заметил, пока настраивал инструмент перед съемками, может быть, из-за того, что у черной фурнитуры немножечко другое покрытие, а может быть, они чуть-чуть форму лепестков поменяли, тактильно лепестки ощущаются сейчас чуть-чуть прикольнее. Ну, как бы такие побогаче, вот знаете, вот это вот. Ты трогаешь его, и вот тебе нравится, тебе хочется инструмент настраивать. Порожек Just a Nut, все тот же тефлоновый с возможностью регулировки высоты. Лады, по-моему, я о них говорил, да, бронзовые, заполированы прям очень-очень круто, очень классно. Бридж Warwick, все тот же из двух частей. Ну, в общем-то, все то, что мы любим, то, что мы знаем, то, что мы ждем от Warwick. Давайте слушать. Ну и предлагаю начать с самых таких нулевых настроек эквалайзера, то есть преамп мы оставляем включенным, то есть в активном режиме остаемся, но ручки, бусты и срезы у нас в средней точке, то есть в нуле. Первое ощущение, конечно, такое, что инструмент очень мягкий. То есть нет вот этого вот типичного рычания Warwick, такого вот прям агрессивного, да, такой очень-очень бархатный звук. Но, наверное, это все-таки из-за звукоснимателей Бартолини, потому что, ну вот, по крайней мере, все инструменты с Бартолини, которые мне попадались в руки, они звучали всегда круглее, чем инструменты с электроникой MEG, которые сами Warwick делают. Так, это было 2 датчика, соответственно, нековый, да. Ну и бриджевый. Да, определенно на всех положениях ручки Blend. Звук у инструмента очень такой прям вот мягенький, бархатный, очень округлый. Наверное, идеально подойдет для каких-нибудь не очень тяжелых стилей. Хотя, в принципе, если разогнать педальками, преампами, перегрузами, то, конечно, в силу того, что инструмент ровный, сбалансированный, то окей, можно и в металл поиграть. Отключим преамп, послушаем датчики напрямую. Нет.
Бридж. Ну, с преампом, наверное, если слушать так, как слушаю сейчас инструмент я, то есть напрямую усилитель, без какой-либо коррекции эквалайзера, то есть максимально линейно. Плюс вот этот усилитель я в таком тоже линейном режиме, то есть респонс у нас линейный и режим flat, то есть инструмент вот проходит усилок, наверное, вот в максимально таком, в наименее скорректированном варианте. Ну, послушаем еще потом, что в итоге записалось в карточку. Но преамп, мне кажется, здесь гораздо интереснее, особенно если его немножечко добавить на бриджевом датчике. Так, чуть-чуть. О, да. Ну и, наверное, кому-то может оказаться полезная вот эта вот маленькая ручка, маленький переключатель, который как раз позволяет выбирать вариант той частоты, которую мы будем бустить или срезать ручкой. Там есть 3 варианта. Это 250 Гц, 500 Гц и 800 Гц. Если я правильно помню, ну, вот можно послушать, как это будет работать. В крайнем положении ручки Mid Boost. То есть мы ее усиливаем, да. Ну, конечно, если хочется, да, такой получить максимально мясистый, максимально напористый звук, то прям 250 буст до упора, и, наверное, можно в бриджевый датчик и немножечко поддать низочек. В общем, всем этим я как бы выражаю то, что инструмент мне безумно нравится, клевый, классный варвик, потому что, ну, окей, за свою жизнь я поиграл на большом количестве разных варвиков, и, в общем-то, что такое варвик? Ну, оно как-то вот у меня уже на подкорке прям прописалось. То есть ты берешь стример, и ты понимаешь, что ты сейчас услышишь стример. Здесь я не услышал того самого звука, к которому я привык, я услышал что-то другое. Наверное, мне придется еще с этим инструментом посидеть, послушать его, чтобы вот прям вот понять всю задумку его создателей. Но что мне в нем нравится, это то, что он абсолютно вот такой вот другой. То есть это варвик, который немножечко совсем не варвик, а варвик только совсем чуть-чуть. Это отличный вариант для тех, у кого уже есть что-то подобное, и нравится форма, и нравится эргономика, и нравится внешний вид, но хочется такой, не такой агрессивный звук, как у обычного стримера, но все-таки более современный, чем у того же, например, стримера CV. Можете, кстати, посмотреть обзорчик на CV-шку, мы снимали ее, то есть вот CV это такой, это винтажный варвик в плане звука, это такой вот, ну, не в плане как старый варвик звучит, а это такая, это версия варвика, которая звучит чуть более фендерообразно. Вот этот инструмент, он ни разу не звучит фендерообразно, он звучит современно, но все-таки так прям вот сладенько, бархатно, попсовенько, очень мягенько. Его все-таки какое-то предназначение не в каких-то суперагрессивных стилях, хотя, как я уже сказал, в последующем тракте там динамической обработки с этим звуком можно сделать все, что угодно, но почему? Потому что у него нет вот этого вот своего уже какого-то такого явного зерна.
А это очень классно. То есть, когда инструмент просто ровно, бархатно звучит, хороший низ, компрессия присутствует у инструмента, делай потом с ним что угодно, чем угодно и как угодно. В этом плане все инструменты такие мне даже нравятся чуть-чуть больше. Ну и, конечно, как всегда у лимитированных моделей, я вот об этом забыл сказать, да, у них на голове присутствует, во-первых, подпись президента компании Warwick Ханса Питера Уилфера. Я считаю, что этот человек вообще, в принципе, достоин уважения, потому что он все-таки создал что-то такое в мире бас-гитар, что имеет очень большой вес и имеет огромную армию почитателей, это хорошо. Но и, в принципе, армию хейтеров тоже очень хорошо. Я иногда общаюсь с басистами, которые, просто терпеть не могут звук Варвика, потому что им не нравится. Но окей, это тоже классно, потому что это значит, что этот звук, он настолько мощный, настолько запоминающийся, он настолько узнаваемый, что люди его знают. Потом вот тут не уверен, что это уже не будет хорошо видно. Вот эта тут надпись, она свидетельствует о том, что конкретно вот этот вот инструмент, сделанный, между прочим, в Германии на фабрике Warwick, все как обычно. 83 из 100. То есть в силу того, что мы этот инструмент заказывали еще весной, и он уже тогда был 83-м, то мы можем прям с абсолютной уверенностью сказать, что все эти инструменты, они уже произведены, все 100 штук, и все 100 штук, по крайней мере, пятиструнных тимбилдов точно разъехались по всему миру. Думаю, и мастер-билды, и четверки там тоже уже все давно где-нибудь либо висят на витринах магазинов, либо уже в чьих-то заботливых и нежных басистских руках. Пишите обязательно в комментариях, что вы вообще думаете о вот этой вот теме, которая становится сейчас очень модной, когда многие производители выпускают какие-то лимитированные модели с особенными спецификациями и меняют эти лимитированные модели от года к году. Мне кажется, что это вообще классная задумка, особенно для тех, кто коллекционирует что-то такое особенное, кто гоняется за особенными редкими инструментами. Я, конечно, себя к таким не могу причислить, но мне это в целом нравится. А также не забывайте подписываться на канал Мир Музыки, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, чтобы не пропустить следующие видео. Мы обязательно вам снимем еще несколько роликов о басах Warwick, продолжим нашу серию обзоров. Спасибо за просмотр и пока.